Как сушить хурму королек. Когда осенью идешь по улице и видишь, как у тебя прямо перед глазами висят на дереве эти красивые плоды хурмы, так и хочется взять и дома у себя тоже подвесить их, чтобы потом ими лакомиться. Итак, вот, собственно говоря, как сначала оно выглядит и как оно выглядит потом. Но у меня старый, год назад засушенные сейчас экземпляры, чтобы вам показать, поэтому они достаточно, не то что достаточно сильно сухие, но тем не менее даже через год они еще съедобные, то есть они настолько жесткие, что нельзя было их разгрызть, а спокойно она откусывается, и мякоть еще достаточно там мягкая, просто снаружи достаточно плотная. Итак, приступаем. Для того, чтобы сушить хурму, берут зрелый, плотный и твердый плод хурмы королька королевского сорта. Желательно, чтобы на нем были веточки, потому что те, которые без веточек, их подвешивать достаточно сложно. Если нету крупных плодов, а, допустим, у вас на дереве выросли какие-то маленькие, то и не надо их выбрасывать, или их тоже можно засушить. Сначала мы берем с вами ножницы и обрезаем листики. Листики можно, конечно, снять и руками, но мне кажется, что гораздо удобнее и проще делать это ножницами. Вот, просто стараемся не повредить сам плод при этом. И хвостик, конечно, тоже. То есть веточку. С остальными плодами поступаем совершенно абсолютно точно так же. Мы, кстати, делаем это с вами сегодня так, как делают это в Корее. В стране, где эти фрукты засушивают в очень большом количестве. Почему у меня лежит, собственно говоря, нож и чистка для овощей? Мы посмотрим с вами результат после чистки и ножом, и чисткой для овощей. Поверьте мне, что он на самом деле получается разный. И вот первый плод я очищаю чисткой для овощей. Кстати, когда я начинаю чистить, я не трогаю место около веточки, около хвостика, потому что его все равно так или иначе удобнее всего подчистить ножом. То есть мы аккуратно вот так вот под него заходим ножом и снимаем вот эту оставшуюся часть кожуры. Делаем это аккуратно, чтобы срезать как можно меньше мякоти самого фрукта. Вот какая красота получилась. И сейчас я проделаю то же самое, то есть очищу плод, но уже только ножом. И потом посмотрим с вами разницу. А поверьте мне, что разница есть. То есть тот плод, который мы очистили специальной вот этой чисткой для овощей, он получается гораздо более, как сказать, идеальной формы. То есть, как вы видите, то есть он менее шероховатый и более такой идеально круглый. Вот, например, поверьте мне, что в Корее это очень важно, потому что им важен не только вкус, но и эстетика, как, собственно говоря, он потом выглядит. Дальше, что мы с вами делаем, это готовим фрукты к подвешиванию. То есть нам понадобятся нитки, можно использовать обычную тонкую нитку или нитку, любую нитку поплотнее. Конечно, если нитка поплотнее, то меньше вероятность, что она порвется, особенно если вы подвешаете их на улице, так как там может быть и ветер однозначно сильный. Можно сделать петельку и сначала надеть эту петельку, а потом затянуть еще узелком одним или двумя узелками. Вот. Или можно просто обмотать вокруг. Но в данном случае у нас веточка настолько удобная для петельки, что я решила сделать петельку. Лишние кончики мы обрезаем. И вот, как вы видите, прекрасно все держится. Кстати, в Корее они используют специальные пластмассовые такие штуки для подвешивания, которые очень удобно позволяют расположить фрукты для засушивания.
Как вы видите, у этого фрукта у него достаточно маленький хвостик, но в принципе все равно можно было к нему подвязать, но я решила показать, как это делается, когда хвостика вообще нету. Тогда ниточка, лучше, конечно, двойную ниточку, обернуть вокруг оставшихся листиков, части листиков, обматывая под ними, и затем плотно затянуть узелками. То есть те фрукты, которые не имеют веточек, они тоже могут быть вполне успешно засушены, просто подвязывать их нужно вот таким вот образом. Вот. И обычный способ завязывания, то есть когда у нас веточка совсем маленькая, мы берем ниточку и просто обматываем ее вокруг вот этого оставшегося кончика веточки и завязываем 1 или 2 узелка плотно, потому что когда веточка такая, только с кончиком, то она тоже постепенно все более и более засыхает, уменьшается в размере, поэтому нитка может с нее сползти. Поэтому затягивайте в таком случае потуже. Ну и вот все фрукты наши, собственно говоря, уже готовы. Осталось их только где-нибудь подвесить. Эти я буду подвешивать на улице. Если у вас, собственно говоря, нету сарая или крытого балкона, то подвесить их нужно в постоянно проветриваемом месте, без попадания с прямых солнечных лучей и дождя. А вообще можно есть уже через 20 дней. В Корее сушат 2-3 месяца до наступления лунного Нового года, который называется Солаль. В 2022 году он будет 25 января. В это время плод еще мягкий, но уже засахаренный, и из него готовят традиционный корейский десерт, который мы тоже будем с вами делать, так что не пропустите, подписывайтесь и ждите января. Оставшиеся же маленькие я подвешу дома. Некоторые кореянки опускают хурму на 10 секунд в кипящую воду, когда сушат ее дома у себя в квартире. Я этого не делаю. Я просто их подвесила у себя на окне, там, где повесила гирлянду, и теперь они как елочные игрушки еще ко всему прочему. Хотите посмотреть, что же получилось?